Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Зараз будемо говорити про тенденції, страшні тенденції, насправді, які відбуваються в країні терористів, тобто Росії. Допоможе нам у цій розмові Аркадій Бабченко. Він є публіцистом та журналістом. Аркадій, вітаю вас. Доброго дня. Хотів би розпочати з останнього інтерв'ю Кирила Буданова, очільника ГУРу. Він розповів, що приблизно щомісяця російська армія поповнюється на 20 тисяч осіб. А цей список, він взагалі може бути скінченним, якщо, в принципі, перефразувати? Чи буде момент, коли вже не наражають? Ну, там 140 миллионов, 2 из них уехало, 5, 135 осталось. Я думаю, этого хватит надолго. Тобто ресурс бескінченний в цьому випадку? У России есть одно преимущество, одно единственное. Да? У нее нет преимущества в технологиях, у нее нет преимущества в качестве вооружения, у нее нет преимущества в качестве солдат, у нее нет преимущества в качестве руководства, у нее нет преимущества в качестве ничего. Но у нее есть преимущество в количестве. Вот эта страна всегда воевала мясом, да? И они мясом заваливать умеют. Вот что есть, то есть. Что умеют. Мобилизационный ресурс 140-миллионной страны, Лукашенко когда-то говорил, что это 24 миллиона. 24 миллиона – это просто дофигища. Вот просто дофигища, да? Ресурс, там скорее можно будет говорить о ресурсе потерь, да, но, как мы с вами видим, не 100 тысяч, не 150 тысяч к такому моменту, к часу X не приводят. Я думаю, что и миллион, может быть, даже не приведет, потому что если это все размазать тонким слоем по всей России, то получится, не знаю, по одному погибшему на деревню, это, в общем-то, ни о чем тоже, да. Поэтому мобилизационный ресурс, потерянный ресурс и ресурс снарядов еще, в общем-то, у них еще есть. Я боюсь, що це бодяга надовго, да. Щодо мобілізаційного ресурсу, власне, почали отримувати електронні повістки. А чому немає протестів? Чому народ не втікає з армії, з Росії? Чому готові померти за Путіна, а не зробити хоч щось? Из России они не втекают, потому что им запретили уезжать из России. Вот все. Ай-яй-яй, нельзя. Когда можно было, они уезжали. Как запретили, все, ай-яй-яй, нельзя. Я не знаю, задавать на втором году полномасштабной войны, на 10-м году вообще войны вопрос, почему русские не бунтуют. Об этом уже столько писано, переписано, говорено, переговорено. Да как-то пофигу уже, почему они там не бунтуют, какие у них там причины. И это вопрос диссертаций будущих психиатров и социологов. Я этим вопросом перестал задаваться уже год. И пофиг, почему вы там не бунтуете, ребята. А виїхати, умовно кажучи, в село и переховуватись там? Нет, внутренняя миграция там довольно большая. Но опять же, вы не забывайте, что кто в село уезжает, да, в деревню по-русски, кто уезжает? Могут уехать жители крупных городов. Но жители крупных городов, привыкшие к такому уровню комфорта, который им деревня в России предоставить не может вообще в принципе. Да? Вон какая-то там барышня уехала не то что в село, она аж в Израиль уехала, в Тель-Авив. И то Тель-Авив для нее оказался селом, потому что там нет тыквенного латте. Она вот привыкла свое утро начинать с тыквенного латте. И где же ей, бедной, в Израиле купить тыквенное латте, да? И в Израиле уже эту алию назвали тыквенной. Вот именно по тыквенному латте. Вот негде им купить тыквенного латте. Уезжали они в Грузию. Там, да, помните все эти очереди гигантские, Верхний Ларс. Потом в Грузии начался Майдан, они то туда, то сюда. Не знаю, то ли они красивые, то ли беженцы, то ли они красивые, да? Не понимают, что они хотят. Но пожили вот они в Грузии. Они стали возвращаться. Потому что деньги заканчиваются. Таких зарплат, как в Грузии, нет вообще. Языков они не знают и учить не хотят. Это надо начинать все с нуля, работать. И ни тыквенного латте тебе, ни кафешечки, ничего. Да? Половина из них в итоге там вернулась. Владимир Владимирович молодец. Он дождался, пока у них там кончится вот этот вот задор бегать от мобилизации. Дождался, пока они вернутся. Бац, он повестки электронные и запрет выезда, да?
Поэтому уезжает, кто-то уезжает, да, но это очень небольшая часть, потому что те, кто хотят уехать, они понимают, что и внутренняя миграция уже не спасает, да, и они вот все-таки эмигрируют. Это совсем незначительный процент. Кто-то, да, тоже так уезжает в деревню, но их меньше, чем уехавших в другие страны, на самом деле, поверьте. Я знаю таких пару-тройку человек, но их немного. А остальная Россия — это и есть деревня. Им уезжать-то некуда. Крупных городов в России, ну сколько там, десятки, не знаю, Москва, Питер, Красноярск, Краснодар, что там, не знаю, Сочи, собственно, и все, Новосибирск, да, наверное, и все. А все остальное это какие-то такие, в общем-то, не особо развитые, довольно депрессивные городишки, где откуда и ехать-то, в принципе, по большому счету і некуда. Ви проводили аналогію, що після посадок там, Навального, зараз Карамурзи, що Росія ще не в 37-му році, а 34-й, 35-й рік, а якою Росія, умовно кажучи, буде в 37-му році, умовно за 2-3 роки, і що чекає на Карамурзу, Навального, і в принципі, чи це мало би хвилювати українців? Вы знаете, я бы, наверное, сравнивал уже даже не с 34-м, не с 37-м, я бы, наверное, сравнивал с Германией этого периода. Потому что вот я сейчас смотрю, меня знаете, что больше всего поразило в видео взрыва вот этой вот бетонобойной бомбы в Белгороде? Меня поразило не то, что они проворонили ее с самолета, абсолютно естественная для них вещь, да? Не то, что она там куда-то упала, взорвалась, там, не то, что они применяют бетонобойные по Бахмуту. Зачем вам бетонобойная? Есть видео, где едет вот тоже волонтер в Бахмут спасать людей, вывозить. Там бабушка с дедушкой, бабушка отказалась, старика не вывезли. И вот эта бетонобойная перед ними взрывается там в 100 метрах буквально. 3 секунды они под нее попали. И она взрывается просто посреди двора. Вот просто посреди двора. То есть они прилетели в Бахмут, сбросили эту бетонобойную по площадям, она куда-то упала, посреди двора взорвалась. Нафига, да? Но даже не это поражает, да? То есть очевидно, что они с этой бетонобойной летели не бомбить бункер Зеленского, а просто куда-то их по площадям сбрасывать. Меня в этом видео больше всего поразило состояние этого перекрестка в Белгороде. В Белгород я приезжал крайний раз лет, наверное, 8 назад, я так думаю, 7-8. Крайний раз я был в Белгороде. И это был вот именно Белгород. Это вот был именно Белгород, это вот где повеситься с тоски, это вот депрессивный русский регион, где не то что перекрестков, дорог не было. Сейчас я смотрю на этот перекресток, и я вижу там вот перекресток европейского качества, да, вполне себе там расцветочки, полосочки, фонарики, все нормально сделано, все засфальтировано, все хорошо. Я вижу, когда там открыли вот пару недель назад в Москве, открыли там кольцевую, какое-то новое большое кольцо метро, да, третье или какое-то там, я не знаю, я уже не помню, не слежу просто. Но я вижу фоточки оттуда, ну держите меня семеро, ну вы что, ну это... Ну, Париж отдыхает по сравнению с этим метром. Это стекло и алмазы. Блестит и сверкает, да, титаны и циркуль. И все у них хорошо, да, вот происходит не то, что скорее 1937 год, а происходит кристаллизация Рейха. Происходит кристаллизация Рейха, вот Рейх стал таким, каким он, в принципе, должен быть. С отстроенными дорогами. Да, Путин настроил в России дороги, удивительно. С блестящими станциями метро. Гитлер в Берлине понаоткрывал вагон Ибанов, да, Ибанхофов, и вот этих вот железные дороги, которые по мосту там ходят, это до сих пор они используют, все ионные, да. С этим поющим полудурком арийским с белой челкой, да это вообще чума, да? И вот это богатый, процветающий рейх с деньгами, с ресурсами, с нефтью, со всей таблицей Менделеева, которой им хватит надолго, да? Потому что Иран, вон, 40 лет может существовать в таком режиме, а в Иране кроме нефти и песка вообще ничего, там только нефть и все. А в России вся таблица Менделеева, вообще вся. Поэтому существовать они могут долго. И 34-37 год это все-таки было скорее разруха, да, это было уничтожение, да. А сейчас они все-таки пока еще карабкаются вверх. Все-таки они строят этот свой рейх. И да, построили, он кристаллизовался. Да? Все инородные элементы, вот как алмаз, когда он кристаллизуется,
пузырьки воздуха из него выдавливаются. Вот все народные элементы оттуда выдавились, и реально там остался рейх. То, что они будут жрать друг друга, стучать друг на друга, и это само собой. Да? Это 1937 год, он наступит. Да? Но в 1937 году все-таки при Сталине они там жили в землянках, реально в бараках. Половина страны читать не умела, и вши были у каждого первого. Ну, у каждого второго. А сейчас этого пока не наблюдается, да, то есть они на себе пока вот этого вот еще не чувствуют. Это проблема. Так, а що буде очікувати на Навального, Карамурзу, Яшина і взагалі, в принципі, чи це українців мало би хвилювати, чи це важливо для українців? Абсолютно неважливо, потому что, во-первых, ну, Навальный может быть еще и да, но Карамурза из тюрьмы, я думаю, уже не выйдет. Ну, если, может быть, его только обменяют. Возможно, что его американцы обменяют, это я допускаю вполне. Если его не обменяют, он из тюрьмы уже не выйдет, потому что, ну, Путин, ну, окей, Путин пусть просидит у власти еще 10 лет и помрет стареньким, дряхленьким в своей постели. Но после Путина никакой прекрасной России будущего не будет. Но после Путина будет Кадыров или Пригожин. И вот тогда-то, когда придут Кадыров с Пригожиным к власти, вот тогда начнется по-настоящему 1937 год. С бараками, с овшами, с разрухой, и никакого там нового строительства метро уже не будет. Ну и все. Ну и пропадут их следы где-нибудь на Индигирке или на Колыме. На этом и закончится. Я хотів би також вас запитати щодо сприйняття росіянами війни, чи воно змінилося після того, як Friendly Fire відбувається в Білгороді, коли падають безпілотники поблизу Москви, коли відчуваю, що все-таки ці відголоски війни на території Росії є, і чи росіяни по-іншому її сприймають, чи як сприймали, так і сприймають? Изменилось, да, это действительно так. Восприятие войны россиянами изменилось. Россияне кристаллизовались вокруг Путина в отражении проклятой натовской агрессии. Они видят, что да, ну Путин же предупреждал, ну НАТО нападет, ну НАТО будет бомбить наши города, ну вот НАТО нападает, НАТО бомбит. Вот там какие-то фашисты приходят в Белгород и расстреливают мальчиков в трусиках в школьном автобусе. Ну, Путин предупреждал. Те, кто понимают, откуда растут ноги и откуда причина всего этого, либо в тюрьме недотравленные, либо нормально отравленные, либо бегут куда-нибудь в какой-нибудь Таллин и там защищают русский язык. Да? А остальные ну, мне присылают люди оттуда, понимаете, со мной же все-таки общаются. Я не до конца разорвал все эти отношения, мне присылают люди переписки оттуда, еще что-то. Вот недавно мне прислали переписку. Нет, не прислали, это я в ленте уже, кстати, читал. Вот я в ленте читал. Кто-то позвонил там своему старому какому-то школьному другу в Россию, и тот старый школьный друг, он как бы был против войны, да, и не надо, чтобы нападать на Украину. Но, тем не менее, вот он ему отвечает, что да ты что, у нас сейчас тут невероятный подъем душевный. Мы вспомнили, что мы русские, мы вспомнили, что мы одна нация. Путин, наш царь, веди нас. И вот потом подошел к компьютеру его сынок, которого там человек, которого я читаю, помнит, вот таким под стол пешком ходил, а сейчас ему уже 30 лет. И он этого сынка спрашивает, ну а ты как? Там типа Вовочка, там Пашенька. Тот ему отвечает, на Украину ты не хочешь? А тот ему отвечает, что, хохлов пострелять? Ну, можно было бы. Все. Вот рейх там кристаллизовался. И их много. Они тупые, они делают хреновые танки, они делают хреновые ржавые автоматы Калашникова, но их много. Ну і проблема, що, як ви сказали, оці ржаві танки, ці ржаві Калашнікови, це м'ясо, воно все одно стріляє і буде вбивати, та превеликий жаль, українців. Да, оно как бы и не особо-то нужно, да, для армии такого уровня. Ну, их можно еще, там, не знаю, курмультуками или мушкетами вооружить, да. Плевать, что у него будет прицельная дальность там в 1000 раз меньше, чем, не знаю, там у Ар-15. Ну, на одну Ар-15 поставишь пушечного мяса 1000 человек, они победят в итоге. Ви згадували Пригожина, я також хотів би запитати про нього, чому він якби натякнув Путіну, що потрібно оборонятись. Ну, Пригожин все-таки за это время, видимо, начал понимать что-то в войне, да, он видит, как берется Бахмут, видит, какими потерями они берут Бахмут, и понимает, что если они так будут брать, например, Харьков с Днепром, то в этом случае русские действительно могут и закончиться. Это был бы даже совсем неплохой, наверное, вариант, да?
Поэтому, понимаете, что на данный момент сил для наступления нет, и нужно переходить к обороне, и на данный момент для них это действительно будет хорошей тактикой сохранить то, что они захватили. Но, смотрите, что мы с вами видим. Мы с вами видим, что Путин, похоже, договорился с Китаем. Похоже, что он договорился с Китаем. Похоже, что Китай тоже будет готовиться к войне за Тайвань, по всей видимости. Но я на 99,5% уверен, что Путин уже готовится к новой войне. Потому что вот эти разговоры о создании 10 новых дивизий, эти разговоры о создании там 2 танкоремонтных и 2 танкостроительных заводов, да, вот это вот все повышение боеспособности, они считают, что они сделали выводы. Они считают, что они поняли, что они с этой войной уже обосрались, проиграли ее, да. Они попытаются сохранить то, что сейчас есть, и будут клепать новое оружие, и с учетом там работы над ошибками через 3-5 лет попытаются полезть снова. Я думаю, ситуация будет развиваться вот так. Здесь высказывание Пригожина, оно вполне себе... Тобто в будь-якому разі взяття Харкова, Дніпра, як ви казали, ніхто не полишає, так? Я до сих пор все равно не представляю, как они будут брать Харьков, потому что, смотрите, на Бахмут им понадобилось, я не знаю, 1050, наверное, да? Потерь, да, я не знаю. В любом случае, уж пару десятков тысяч точно потерь у них там есть, санитарных. Харьков 1,5 миллиона, и я не знаю, во сколько раз больше. Я просто не представляю, как сейчас в современной войне брать такие города. Я не знаю, на один Харьков нужно 1 миллион, наверное, штурмовая группа. Но тем не менее, все-таки, я думаю, они делают ставку все-таки на долгую войну. И в этом тоже есть логика. В этом у Путина тоже есть логика, потому что все-таки любая долгая война, она высасывает, вытягивает. И не только ресурсы, она высасывает внутреннюю готовность к сопротивлению. Я имею в виду сейчас не Украину, я имею в виду сейчас все-таки Европу. Потому что все устанут, все надоест там через... Вспомните, как была сначала Сирия во всех топах, да, новостей, и кто через 8 лет вспоминал про эту Сирию и вообще сейчас, да. Если война продлится действительно, там, если они смогут поддерживать интенсивность войны 3, 5, там, 7 лет, это выкинет ресурсы, это объективно просто выкинет ресурсы, да. Поэтому логика в их действиях есть. Я не говорю, что она приведет к победе, но к их победе. Но я не говорю, що вона зовсім уж ідіотська. Хотів також ще до однієї тези Пригожина повернутися. Він заявив про те, що вагнерівці не будуть брати нікого в полон. І це якось співпадає з публікацією цих жорстоких тортур, умовно кажучи, за вбивство, за слава Україні. Це співпадає, чи це насправді якась політика, аби залякати? Они что, хоть когда-то раньше, что ли, брали? Набрали кучу утырков, психопатов, убийц, головорезов, наркоманов, педофилов, да, и что от них еще можно, в принципе-то, брать? Это биомусор. Рассуждать о их тактике нет вообще никакого. Угу. Гаразд. Чому Кадиров останнім часом зник з інформповістки Росії? Видимо, я думаю, что, его армию сильно проредили в Украине. Спесь с него сбили, и ему сейчас нет резона лезть заново светиться. Он, видимо, отошел обратно на свои рубежи в Чечне и не хочет оттуда высовываться под предлогом, что мы свой вклад в эту войну вложили, захватили для России Мариуполь, с нас пока хватит, пусть воюют другие. Натомість, чи не кожного тижня Медведєв своїми якимись неймовірно божевільними заявами виникає от останнє, що ядерна зброя – це нова скрепа Росії. Ядерна зброя – це нова скрепа Росії? Я вот Медведева не читал, видимо, зря. Он что, правда бухает? Там совсем, что ли, полный бред у него, да? От в мене враження, що так. Да, ядерная сброя, это будет их теперь, да, красное солнышко,
новый такой меч-кладенец, на который они будут молиться, и другого выхода у них нет. У них нет другого выхода, потому что они видят, что пошло все совсем не так, как хотелось бы, да, что эти смешные селюки не сдались за 3 дня, что Киев не взяли, а наваливают им там на ура, и весь мир поднялся против них. По крайней мере, помощью и оружием. И они понимают, что конвенционной армией, видя состояние своей армии, что конвенционная армия, они, конечно, сдержать НАТО, которое на них напало, они же живут в реальности, что на них напало НАТО. Они не смогут, и поэтому, да, понимают, что Русь, матушку, они защитить могут только ядерным оружием. И я думаю, что если действительно дойдет, вот уже прям дойдет до крайности, до края, и Путин применит, и святой, великий, любвеобильный русский народ поддержит его в применении ядерного оружия. Я в этом тоже не сомневаюся. Аркадій, також ви заявили в одному з інтерв'ю про те, що російська армія за рік деградувала. Як саме вона деградувала? Входили все-таки, давайте вспомним, что на Киев шли части, сильно отличающиеся от того, что мы видим сейчас. Это действительно были там десантники, у них действительно вооружение было другое, и тактика другая, и Путин бросил лучшие свои части, да, на штурм, на первоначальный штурм. Все эти лучшие части стесались от Бучи, от Гостомель, Харьков и что угодно еще, да, не осталось. И резервы им пришлось нагребать, из того же самого Вагнера мы видим, откуда они нагребают, да, и мы по роликам видим, какой там подготовка и как они способны воевать. Это просто мясо, да, просто пушечное мясо. Вагнер не мясо, да, но это утырки, да, это нельзя говорить за профессиональную армию. Поэтому современная армия это прежде всего, в первую очередь, это качество солдата. В первую очередь качество солдата. И даже не столько его подготовки, сколько мозгов. А с этим у них плохо. Потому что те, у кого есть мозги, не хотят они, да, в армии. Они там бегают в верхнем ларсе, туда или сюда. И на это, наверное, единственная наша надежда. Но все-таки, тем не менее, вот сейчас под Бахмутом, Бахмут сейчас берут тоже какая-то десантура, и люди говорят, что они воюют, хорошо воюют. Все-таки какие-то у них там вот это вот ядро все-таки десантное, спецназовское, не до конца растраченное осталось. А остальное они на него налепили, все, что собирали там по сортирам в Бурятии, по тюрьмам на Колыме, налепили и кинули. Мені важливо, здається, тут ще зазначити, і це добре для України, що, в принципі, офіцерський корпус так порядів, що важко буде комусь когось вчити. Опять же, там учить-то особо никогда и не учили, но да, выбивали офицерский корпус. Россия же страна постоянно воюющая, да? И у нее все-таки был опыт, и в Афганистане она набирала опыт, как ни крути, и в Чечне она набирала опыт, как ни крути, и в той же Сирии она набирала опыт, как ни крути. Слава богу, что они дебилы, и этим опытом так и не смогли воспользоваться, так и не поняли, что 21 век, да? И набираясь там опыта, Путин же говорил, мы в Сирии тренируемся для будущей войны. Тренировались, и все равно начали использовать тактику конца 20 века, да, в любом случае, да. Но и наше счастье, да, и слава ЗСУ, что хоть и этих тоже повыбивали, да, тех, кто натренировался в Сирии хотя бы по лекалам Афганистана, 80-х годов воевать. Но надеюсь, что они сейчас будут воевать по лекалам там Второй мировой. Добрый путь, ребята. Аркадій, хотів би також поговорити про те, що ви 29 числа, якщо не помиляюся, в Естонії будете мати творчий вечір, де будете, зокрема, збирати гроші на Збройні Сили України. Називається цей вечір «Коли, де, як закінчиться війна», правильно? Не, он называется «Человек Абрамс». Вот у меня на футболке здесь написано, если вам видно. Вот это его шеврон, эмблема этого творческого вечера. Это уже будет 3-й вечер. 2 предыдущих прошли очень успешно. На каждом из них один был тоже в Таллине, один был в Вильнюсе. На каждом из них мы собрали по 20 тысяч. На каждом из них мы продали постер с портретом, с автографом
Залужного за 10 тысяч евро. Люди приходят, люди помогают очень сильно, и надеюсь, что и в этом случае мы тоже насобираем. Аукцион в Вильнюсе полностью окупил снайперские комплексы для крымско-татарского батальона, который сейчас в Бахмуте как раз. То есть взвод огневой поддержки, одним аукционом мы обеспечили его запрос на огневые средства полностью. Надеюсь, и в этот раз тоже получится. Який відгук від солдатів, які воюють після ось цих ніштяків, які ви придбали? Ну, я к этому отношусь сейчас как завхоз. Для меня главное не какое, чтобы он был, да, то есть мы машину отправили, а оттуда отзыв пришел, что типа вот, ребят, машина на фронте, все, галочку поставили, отчетность есть. Так, ну, грузовики наши, которые мы отправляли, опять же, в тот же крымско-татарский батальон, они стали просто звездой. Мы отправили туда Зауэр, это швейцарская реинкарнация Опеля Блица. Зауэр из швейцарской армии, потом он служил в эстонской армии в Пейцелите, вот сейчас он служит в крымско-татарском батальоне, но он там вообще просто звездой стал, на его фоне там все фотографируются. Каску где-то немецкую нашли, посадили, там фотки делают в этом Блице. Танк наш, ну не танк, а мы его так называем танк, Шевролик мы обшили броней и сделали из него эвакуационную машину, круг ему бронированный такой сделали и кабину. И он и тоже в Бахмуте, в 4-й танковой, и он там уже месяца, наверное, 3-4 живой, до сих пор живой, я даже не знаю, сколько жизней он уже спас, просто не представляю. Время от времени, когда видишь, что кто-то там из иностранных журналистов приезжает там в Константиновку, такой, а вот смотрите, скорая, она из Эстонии, например, здесь. Такой думаешь, да, это наша, я ее там перевозил, да. Это, конечно, греет. Но больше всего греет количество людей, которые нам помогают донатить. Из всех стран, вообще со всей планеты. Просто вот это все. И количество жизней, которые спасают вот эти вот и скорые эвакуационные машины. Там счет точно на сотню уже идет. А з Росії багато донатів? Небогато. Сейчас из России все закрыли им, конечно. Но есть тоже что-то присылают, да. Кто хочет, тот найдет. Під час цього творчого вечора на що саме і кому будете збирати? Сейчас конкретного запроса от какой-то конкретной части нет, вообще в целом. Окей. Гаразд, на питання, коли, де і як закінчиться війна, як би ви відповіли? Не знаю. Это не вопрос, который мы будем обсуждать, это тема, о которой мы будем говорить в целом. И, ну, по всей видимости, на данный момент примерный паритет в вооружениях достигнут. Да? Вот на данный момент сейчас пока ни одна из сторон двинуться не может. Дальше будет контрнаступ. Да? Сейчас Украина готовит резерв. Россия будет готовить резерв. Да? Украина сейчас, наверное... Я надеюсь, что контрнаступ будет успешный. Про контрнаступ я боюсь только одного. У меня только одно опасение про контрнаступ. Если офис президента все-таки продавит Залужного быстрее, нам нужна победа сейчас как можно быстрее, вот выборы, да, и Залужный прогнется под это и начнет неподготовку. Но в гений Залужного я верю, думаю, что этого не произойдет, и я думаю, что контрнаступ будет успешный, но Россия будет собирать резервы, да, но да, если представить, что Украина даже в этом году, хотя я не думаю, что в этом году, но представим, что в этом году Украина полностью очищает свою территорию от оккупантов, но русские все равно будут собирать резервы, но они еще раз полезут, потому что катарсиса не произойдет, вот того катастрофического поражения, да, который вправил германцам мозги, который вправил японцам мозги тем же самым, да, с ними еще не произошло. А пока этого катарсиса не произойдет, значит, война будет раз в 5 лет, раз в 10 лет, раз в 20 лет, но она будет возникать. Що треба зробити, щоб Росія цього не робила? Это вопрос, на который нет ответа. Пока Российская империя существует в том формате, в котором она существует на данный момент, она и будет продолжаться, потому что империя – это империя.
Это как спрашивать, что сделать, чтобы Третий рейх под руководством Гитлера перестал завоевывать Бельгию с Польшей. Ничего. Разрушить Третий рейх. Единственный вариант. Вот то же самое и с Россией. Пока Россия существует в тех границах, в которых она существует, мы будем иметь на своих восточных границах полоумного соседа, фашистующего, уже у которого в стране полный рост фашизм, не как фашизм, не с признаками фашизма, а полный рост фашизм. 140 миллионов орков, ядерное оружие. Поэтому только пока не будет на ее месте маленькая демократическая Московия и 89 субъектов федерации, превратившихся в отдельные национальные государства. Я дуже дякую вам за розмову. Я надію, що воно так і буде. Віримо в це принаймні. Дякую вам. Про тенденції, які відбуваються в Росії, про віру в те, що вона рано чи пізно таки розпадеться, ця імперія зла, говорили з Аркадієм Бабченком, журналістом та публіцистом. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.